Сегодня у меня в гостях Байгали Серкибаев, удивительный музыкант, продюсер, автор песен и просто человек с очень интересной историей. Он бессменный руководитель легендарной группы А-Студио, уникальной группы, на счету которой сотни хитов, которые не просто хиты, а композиции, которые становятся настоящей классикой. Ведь они не пропадают после выхода новых песен, а продолжают звучать и радовать людей. И уверен, что все эти песни навсегда останутся в истории. Но самое интересное это то, что мы встретились для того, чтобы обсудить новый проект Байгали. Это фильм по мотивам песни группы А-Студио «Стоп, ночь». Это очень интересный фильм, который прямо в эти дни выходит на экранах кинотеатров. Ну и, конечно, мы также поговорили и о Димаше Кудайбергене, ведь его исполнение песни «Грешная страсть» только на нашем канале собрало более 80 миллионов просмотров по всему миру. Поговорили о новой волне молодых талантов из Казахстана. Короче говоря, получилась очень интересная беседа, и я приглашаю вас к просмотру. Не забудьте про лайки и комментарии. Итак, внимание на экран. Баке, қалайсыз? Тамаша. О, керемет, вы уже, я смотрю, казахские слова используете. Я же родился здесь. Да, Я алматинец коренной. С Алматы. Ну, Да. вы говорили, что вы пока, казахский не так хорошо знаете. Ну, сейчас я над этим работаю. Конечно, надо подтянуть. А Мгм. так, конечно, я большую часть своей... половину жизни жил в Казахстане, половину я жил в Москве, работал. Сейчас последние 2 года в основном с проектами нахожусь здесь, у себя на родине. Мгм. И, в общем, полностью погружен в творчество. И вот сегодняшняя наша встреча связана, конечно, прежде всего с презентацией нашего фильма, который вот буквально неделю назад была закончена работа, последние там технические моменты идут. Мы готовимся к премьере. 3 числа у нас будет закрытый показ, на который мы тебя приглашаем. Я с удовольствием. А так, с 5 сентября во всех кинотеатрах страны, по всем, в общем, большим-большим киноплощадкам пойдет наше кино. Это, конечно, круто, потому что мы все знаем ваше творчество, мы знаем, какой вы большой вклад сделали вообще в музыку, причем не только в Казахстане. Вы популярны и за пределами Казахстана, ваше творчество на протяжении многих лет. Сейчас 37 уже. 37 лет уже Да. в группе. Я до 30 считал, потом уже не считаю, уже сбился. Всё. Ну, вообще 37. Да. И вот теперь у вас уже есть и мюзикл. Кстати, фильм вы тоже уже делали, фильм «Джулия», по-моему. Нет, это не фильм, это театральная постановка. Это мюзикл «Джулия» был поставлен в театре Алматы. А в 90-м году, по-моему, полнометражный фильм Да, «Джулия». кстати, в 90-м мы уже, снимали фильм, это тоже был художественный фильм, тоже он был по песням, мы снимали его с Алексеем Берковичем, да, это были, интересные годы, это только было начало, когда мы начинали свою сольную карьеру, и вот с Лешей Берковичем мы запустили эту картину, и поэтому, у нее судьба такая не очень хорошая, в общем, фильм в основном, конечно, как-то пролежал на полках, мы даже не знаем, где он, где эти исходники, где эти сами материалы оригинальные. Так бы мы, конечно, его сейчас с удовольствием бы реставрировали, но я думаю, может быть, дойдет дело до него. Ну, а пока мы вот, после того, как мы закончили театральную постановку, мы сняли кино, это полный метр, музыкальный фильм, который называется «Стоп, ночь», и на который мы всех наших жителей и гостей нашей страны приглашаем в кинотеатры. Вот я поэтому вас и хотел спросить, потому что у всех нас вы ассоциируетесь как музыкант, как продюсер. И вот кино. Это можно сказать, что такой первое, если не учитывая 90-е годы фильм, это первая ласточка, или в дальнейшем тоже еще планируете в этом направлении себя тоже как-то реализовать? Друзья, сейчас сезон отпусков, поэтому если вдруг вы задумались о путешествии, используйте поиск дешевых авиабилетов Aviasales.kz. В нем вы легко найдете самые лучшие цены за считанные секунды. Ну, можно сказать, что я отчасти стал сейчас кинопродюсером уже 2-й раз. Если 1-й раз в 90-х годах это был такой пробный шар, так скажем. Сейчас вот я общался с одним очень известным режиссером, рассказывал ему, как это сложно, какой мы прошли путь с этим фильмом, что я думал, что будет так, потом оказалось все не так, что мы хотели снять это, потом мы все переделали, доснимали еще. В общем, он говорит, это абсолютно нормальный
путь, который все проходят. Я поздравляю, вы прошли бесплатный курс обучения продюсера кино. Так что не расстраивайтесь, это стандартная ситуация. Ну, здорово, это бесценный опыт, конечно. Я теперь многое понял очень, вот работая над фильмом «Стоп ночь». И в плане продакшена, производства, и технические, и творческие, и взаимоотношения с людьми, с режиссерами, с актерами. Это, конечно, бесценный опыт для меня, вот именно в киноиндустрии. Давайте про фильм я вас спрошу. Вот. Конечно. Расскажите, вот есть мюзикл «Джулия». Вы сказали, Да. что он отличается полностью от фильма, Да. за исключением того, что музыка группы используется. Изначально мы начали работать над театральной постановкой. Это было еще, наверное, в 2020 году. И когда мы уже провели кастинг, отобрали актеров, наступил локдаун, и мы остановили всю работу над театральным мюзиклом и решили снимать фильм, потому что люди сидят дома, все сидят по домам, и можно в стриминг-платформах везде сидеть, смотреть, в общем, кино. Вот, и запустилась работа над фильмом, а потом закончился локдаун, слава богу, все вышли из этого положения, и мы вернулись к театральной постановке, поставили этот мюзикл, с успехом прошел мюзикл в Алматы, в Астане. Мы дали около 100 спектаклей, и очень хороший резонанс, мы очень довольны своей работой. И когда уже мюзикл шел, уже вовсю шли показы в театре, я переключился уже полностью на работу над фильмом, над кино, рабочее название которого было сначала «Солдат любви», но потом, в конце концов, мы поменяли название. И у нас вообще существует две версии уже самого фильма. У нас есть версия режиссерская, которую это как видел режиссер свою картину, он оставил название «Солдат любви». А мы с Диной Жумабек, как два продюсера, решили, что мы решили сделать свою продюсерскую версию, потому что, на наш взгляд, версия режиссера нашего Фархата Шарипова, она у нас больше близка к какому-то авторскому кино, она близка, наверное, больше к фестивальным показам. Наша версия как для показа, для широкой аудитории, это киномюзикл, который называется «Стоп ночь». Так как наша вся идея этого фильма, он о моем родном городе, именно об Алма-Ате, где я родился, вырос. И я думаю, что я понял, что нужно снимать с местным, с локальным режиссером, который знает все улочки, все, в общем, закоулки, переулки, дома все, в общем, и вот сняли, и действия все происходят в картине именно здесь, в Алматы. Есть сцены, которые снимались в Таиланде, когда наш главный герой поехал туда, в общем, в такую творческую командировку, что-то писать. И вот поэтому мы с нетерпением ждем, как оценят наш фильм наши зрители, потому что это же интересно всегда, когда ты работаешь над чем-то, и потом получить какой-то фидбэк, посмотреть. Конечно, я думаю, что будут и критики, как без них жизнь не бывает. Но мне кажется, что все любители именно музыки А-студио, потому что фильм в основном, мюзикл это всегда музыка. Вообще за 37 лет нашей группы мы написали выпустили более 200 песен, это 15 альбомов у нас за плечами, и выбраны были всего лишь 18. Так что сложно было, наверное. Сложно было выбрать, да, но я считаю, что очень хороший выбор. Хотя еще могли многие песни войти, но я очень рад, что в этот фильм вошли не только хиты, которые все знают, там «Джулия», «Солдат любви», «Еще люблю». Вот «Улетай», кстати, не вошла, так что можно еще один мюзикл снимать. Вторую часть. Да, вторую часть. И вошли песни из нашего первого, самого винилового, кстати, альбома, который называется «Токтаусыз жол», «Путь без остановки». И вот в этом песне есть замечательные песни, такие как «Кимасым», «Колыбельная», которую Наджиб Вильданов написал, и песня «Дигидай». «Дигидай» у нас такая, в общем, занимает такое очень важное место в нашем фильме. И группа, о которой идет речь в фильме, она называется «Дигидай». И сам фильм, это сразу же скажу, что это не история группы, это абсолютно, это не байопик,
Это размышления о музыкантах из нашего города, которые вот стремятся стать популярными, проходят какой-то главный герой попадает в испытания, и как вот с этим он справляется, вот об этом наш фильм. Но в основном это, конечно, музыка, песни, которые, надеюсь, все будут петь. Люди, которые знают все песни, и они подпевают, встают, подтанцовывают, и я надеюсь, что у нас тоже будут петь песни вместе с нами, наши зрители. 100%. В Казахстане тем более любят петь, умеют петь. Да. Поэтому это точно. Да. Какой можем сделать, может быть, спойлер по сюжетной линии, чтобы заинтересовать? Не полностью рассказать, а может быть что-то какие-то... Будет ли, может быть, любовная ветвь? Ну, любовь, да, любовь обязательно. Я думаю, что вообще все творчество, все песни о студио, наверное, на 90% о любви. Это об этом таком очень важном, высоком чувстве. И я сам узнал в процессе работы, когда мы работали еще над театральной постановкой, Михаил Дурненков, который написал сценарий для театрального мюзикла «Джулия», он сказал, что такое мюзикл, почему люди там поют. Песни в мюзикле являются продолжением сюжетной линии. К примеру, вот если герой там признается в любви своей возлюбленной, и он ей говорит, и не может, у него не хватает слов, и тогда он начинает петь. Поэтому все песни, сама музыка и песни, слова из песни, они служат продолжением сюжета. Вот. И он говорит, мне очень сложно работать над либретто к вашему мюзиклу, потому что у вас 90 песен, наверное, о любви, или о неразделенной любви, или еще о какой-то. А там же в мюзикле нужны другие сцены, мне же нужно чем-то рассказывать зрителю, каким-то другим. И вот мы открыли весь наш бэк-каталог, я сел и начал искать, вот песня не о любви, а вот о дружбе там, или еще о чем-то. И я вот специально выписывал вот эти песни, ему присылал, он говорит, замечательно, говорит, вот эта песня встанет вот сюда, вот эта песня встанет вот сюда. И вот такое построение мюзикла, оно называется джукбокс. Джукбокс это, если ты знаешь, такой автомат с пластинками, в который там кидается монетка и вываливается нужная пластинка и играет. Поэтому вот наш фильм это такой джукбокс, который основан на этих песнях, которые лежат в основе всего сюжета. Интересно. Да. Очень даже. Не могу не спросить вас, вот вы говорите, 90% ваших песен о любви. Я знаю, что бывает такое, что у артистов, песня самая любимая, но она не всегда может быть популярной. И бывает наоборот, песня, которая самая нелюбимая, но она становится популярной. Какая у вас песня самая вот такая в вашем творчестве? Номер один. Нелюбимая или любимая? Любимая. Номер один. Любимая? Номер один и вот номер один, который стал популярным. Ну, вы знаете, на этот вопрос как-то хорошо ответил мой коллега, мой друг большой, с которым мы с самого первого начала творческой жизни на сцене, на профессиональной, еще начиная с ансамбля «Арай» с Розой Рымбаевой, мы начинали работать и работаем до сих пор с Володей Миклошичем. Это замечательный человек. И он как-то сказал, мы любим все наши песни, это как наши дети. Поэтому все же любят своих детей. Сколько их у тебя? 5, 10, 15, 20. Ты обязательно будешь любить. Вот они такие, они все разные. У них свой каждый характер. Они кто-то повеселее, кто-то немножко позадумчивее. Поэтому мы любим абсолютно все свои песни. Но да, мы не выпускаем песни, которые мы не любим. Если нам не нравятся, зачем их, если они нам самим не нравятся, как их полюбят люди. В самом начале творчества, может быть, мы когда были молодые, мы делали что-то такое, более такое, скажем, для себя. Мы очень много играли, вообще воспитаны были на джазовой музыке, мы играли много инструментальной музыки, которая, может быть, не всем понятна. Потом настоящий перелом такой у нас произошел с появлением песни «Джулия», которая стала очень большим таким хитом нашим. И по сегодняшний день это, наверное, из самых таких больших наших главных, самых популярных, наверное, песен. Потом, конечно, появились другие. Появилась песня «Нелюбимая», «Белая река», «Стоп ночь». Потом появилась песня «Улетаю». Вот последние годы вышла песня там «Папа, мама», «Тик-так». И они все очень любимые народом, их поют в караоке. Очень много в караоке, если открыть Талмуд, там все много есть. Хитов, да. Но есть песни, которые, я их называю, это наши треки, которые, я их называю песни
тени, которые были в тени, которые входят в альбом. Но раньше как было? Раньше, допустим, выпускается 10 песен, выбирается 2 предполагаемых хита, и на них делается упор, делается промо, их раздают на радио. А остальные песни остаются просто в альбоме, и если до них дойдет очередь, хорошо, что их там послушают. И вот я очень рад, что в нашем фильме вот эти песни, которые были в тени, что наши зрители узнают об этих песнях и послушают с удовольствием колыбельную Наджиба Вильданова, услышат песню «Южное солнце» Баглана Садвакасова и так далее. Так что вот, наверное, так. Конечно, устаешь от популярных песен, потому что их постоянно играешь. На концерте постоянно играешь. Когда, я помню, Кэти пришла в группу, когда у нас взлетела песня «Улетаю», это был огромный, наверное, успех. Я думаю, наверное, такой же примерно, как после песни «Джулия». И огромное количество стриминга, и везде, естественно, на каждом концерте люди на концерте ждут ее. А она говорит: я не могу уже эту песню петь. Я говорю: ничего, нормально, расслабься, где-то 3000 раз споешь, с 3001, когда выйдешь, уже будет у тебя, как называется? Спокойствие, да? Не спокойствие, Иммунитет. Иммунитет, да, и будешь петь. Поэтому, вот я не знаю, я, например, вот мы выходим, Джулию мы тоже поем, я ее пою, Кэти поет, мы ее вместе поем. И я ее пою как будто первый раз. Я всегда это сравниваю с классическими музыкантами. А как же? Каждый раз, допустим, пианист, который играет концерт Рахманинова или там, не знаю, какой-то этюд Шопена, он же его играет как первый раз, а он его говорит, все время он должен играть этот этюд Шопена, потому что это уже классика. Поэтому наши песни, конечно, может, громко сказано, но они уже стали какими-то классическими произведениями в жанре поп-музыки, в эстрадном, скажем так, супер направлении. Хиты. Все песни. Да, и поэтому уже надо их петь. Да. Вы знаете, что ваша песня «Грешная страсть» невероятной популярностью пользуется не только в Казахстане, не только среди стран СНГ, но и в Латинской Америке. Нет, вот это я не слышал. Фантастическая популярность. Да. Дело в том, что после того, как Димаш ее исполнил, эта песня захватила весь мир. Я подозревал об этом. Она тоже была в тени, кстати. Вот эта песня из разряда песни в тени. Хиты в тени. Она была у нас, хотя мы сняли на нее клип, шикарный клип. Миша Хлебородов снимал нам давным-давно. И мне всегда жалко было, что эту песню как-то не знают зрители. Но после того, как ее спел Димаш, я был очень рад, что он ее исполнил. И я был уверен, что о ней узнают, что будут слушать оригинальную версию с Баттером. Но то, что она в Латинской Америке, для меня это сюрприз приятный. Кстати, она есть в нашем фильме. Да, и очень, очень классная версия тоже. В этом фильме, в фильме «Стоп ночь», многие песни были сделаны по-новому. В общем, какие-то песни близки к оригиналу. Кстати, «Грешная страсть» близка к оригиналу. Есть песни, которые, например, звучит песня «Белая река», и вообще не узнать. Баке, скажите, а отдельно планируется выпуск саундтрека? Такая практика международная. Да, мы уже выпустили саундтрек в рамках промо нашего фильма. Вышел саундтрек к фильму «Стоп ночь», и поэтому вы можете все наши поклонники, все наши зрители могут послушать песни из фильма «Стоп ночь» на всех цифровых площадках. Это очень интересно. Да. Кстати, вы сказали, тоже упомянули Батырхана Шакенова. Я знаю, что в группе сменилось... 3 вокалиста у нас было. Да. И вот, так как мы сейчас в Казахстане, в Алмате, не могу не спросить про то, какой вклад Батырхан Шакенов сделал для группы, что он принес, как вы к его личности тоже относитесь. Конечно же, мы всегда вспоминаем Батыра, всегда с теплом на сердце вспоминаем наши юные годы. Это же было самое начало нашего пути, когда мы только собрались в группу, которую назвали «Алмата», потом добавили к ней слово «студио», и вот с этим названием мы пошли, так сказать, в мир музыки. Это были самые такие, наверное,
Я считаю, что вообще у человека в каждом времени есть свои хорошие вещи. Я всегда стараюсь помнить только о хорошем. Есть сложности, проблемы, есть испытания. Но всегда надо как-то жить позитивными эмоциями. И вот этот наш первый состав, несмотря на то, что нам было сложно, нас никто не знал, мы когда организовались в свою группу, ушли из группы «Арай», и вот мы не знали, что нас ждет, но мы были настолько счастливы своими экспериментами музыкальными. Мы играли очень много инструментальной музыки, экспериментировали, играли джаз. Баттер был прекрасным саксофонистом. Он вообще, конечно, прежде всего инструменталист. Он был саксофонистом, пришел, был студентом консерватории. И как раз тогда именно с ним открылся класс саксофона. Он был пионером в этом плане. И потом он сказал, я могу еще петь. Я говорю, ну давай, попробуй что-нибудь спой. А у нас тогда в то время пел Наджиб Вильданов, он был нашим вокалистом. И вот они вдвоем, у нас стало 2 вокалиста в какой-то момент. И вот этот первый состав, как многие нас, когда мы приехали только в Москву, нас называли «степные битлы». И, в общем, вот этот, конечно, эти времена незабываемые. Я помню, поехали на гастроли в Шымкент. И у нас там сразу было 15 концертов в кинотеатре. Мы как сеанс кино. В день там 4-5 концертов, по-моему. Ну, в общем, мы были безумно счастливы. И, конечно, эти времена, никогда их не забыть. Они всегда в сердце. Баттер всегда в сердце. И его голос. И он, кстати, тоже... Буду чуть-чуть спойлер маленький, он тоже его услышит в одном из треков нашей картины. Очень заинтересовали нас всех. Будем с нетерпением ждать. Я вот тоже хочу в завершение, не могу вас отпустить и не спросить, с учетом вашей карьеры, вы же начинали как клавишник, потом у вас появилась своя собственная группа, сейчас вы уже продюсируете много разных коллективов. Какие у вас сейчас проекты, которыми вы занимаетесь, кроме кино, может, какие-то музыканты? И какой можете дать совет с высоты вашего опыта молодежи? С чего начать? Потому что многие не знают просто, как начать. Почему им не надо бояться и почему им надо идти вперед? Ну, помимо, конечно, сейчас все мое время было занято фильмом. Все меня ждали, а студию ребята тоже ждут. Кэти ждет, она сейчас вот родила 3-го ребеночка, поздравляем ее. У нее родилась 3-я дочка. Мы сейчас продолжаем, выходим из отпуска. И у нас сейчас очень много, у меня сейчас много этих проектов, очень много релизов. Я сейчас постараюсь быстро, сжато рассказать. Конечно, основной мой проект, это проект моей жизни, это группа А-студио, Алмата студио. 20 сентября мы будем презентовать новый совместный релиз у нас будет с замечательными нашими братьями из Киргизии. Это есть такой YouTube-канал, наверное, ты должен слышать о нем. Он называется D-Billions. Это детская познавательная такая образовательная программа, где 4 куколки, там 3 мальчика и девочка, очень забавные. Они просто разорвали полностью интернет весь. И я с ними познакомился, и возникла идея сделать какую-то песню для детей, детскую. И мы сделали, в общем, такой мультик. Сейчас он готовится, уже готов. Я поехал в Бишкек, мы сели с ребятами, я там написал песню. Мне очень интересно было что-то сделать для детишек. Там зрители от 3 лет, от 3 до 12, наверное, до 10 смотрят. В общем, я думаю, что несколько поколений знают группу А-студио. Надеюсь, что еще новое поколение сейчас малышей услышат нашу песню. Песня очень позитивная, веселая, такая забойная, называется «Smile», она на английском языке. И вот 20 сентября у нас будет релиз этого сингла. Это коллаборация А-студио and The Billions. То, что касается группы The Jiggits, которой я тоже занимаюсь больше 10 лет, у нас идет речь о концертном туре, это будет лайв-тур. Мы поедем по городам Казахстана, будем сейчас готовиться к этому. Ну, во всяком случае, есть такой план реализовать давнюю мечту. И ребята очень обрадовались, что мы поедем с живыми концертами. Также мы готовим новый сингл с ними. И еще один мой проект — это новый артист Ерназар Жубан,
который завоевал гран-при на фестивале «Жазканат». Он стал победителем. Недавно он тоже получил первое место на Славянском базаре, выиграл очень такой сложный конкурс, но был там просто блестящ. Я рад, что вокруг меня очень много молодых ребят, и сейчас я с удовольствием общаюсь с ними. Вообще в Казахстане огромная новая волна сейчас пошла музыкантов. Вот недавно я познакомился с Hero, который сделал тоже кавер, и я очень благодарен молодым ребятам, музыкантам, которые сейчас вот в рамках, кстати, нашего проекта «Стоп Ночь», они выпустили несколько своих синглов. Вот Малданазар, Галым выпустил песню Анны Зару, которая была в первом альбоме нашем, который написал Наджиб Вильданов. И с MD мы выпустили тоже трек «Мосты» в нашем альбоме А21, это последний альбом, который вышел от группы А-Студио. Так что я очень рад, что здесь такая бурная жизнь кипит, фестивали, в общем, релизы, и не успеваешь даже следить. Это здорово. Что посоветуете вот молодежи? Какое-нибудь, может, напутствие? Я посоветую прежде всего здоровья, потому что без него работать невозможно. Посоветую идти вперед, ни на кого не смотреть, верить в себя и не останавливаться. Не останавливаться. Это супер, кстати. Только вперед. Только вперед. Алга Казахстан. Тоқтаусыз жол. Точно сказано.